Яблони усыпаны буквально вот таким количеством большим яблочек. Я их сейчас прорываю, особенно те, которые были у меня, попали под град. Хотя они еще такая же ситуация у нас с грушами. Ну, вот это можно ее оставить, но вот сейчас собираем все, что у нас падает, и все, что лишнее. И таким образом у меня получилось ведро вот этих разных яблочек, груш. И сейчас я их буду готовить к переработке на очень вкусный джемчик. Этот джем мою в 2 водах хорошенько, чтобы были чистенькие. Чищу от шкурочек для того, чтобы получить нежнейший джем. Яблочки самые разные. Ароматные. Это сентябрьские сорта. Созревают рано, в сентябре. И вот они очень вкусные. Получается из них джем. Обчищаю яблочки и груши и нарезаю вот такими кусочками. Почищенные, порезанные яблочки и груши помещаю в вот такую миску. Это алюминиевая пищевая миска. Ни в коем случае не эмалированная. Это для новичков, и сразу же даю ответ тем, у кого пригорает. Вот, и потом портится сам продукт, поэтому используем вот такую вот миску. Она очень удобна. Вот с ведра у меня получилась вот такая миска. Теперь что я делаю дальше? Сыплю сахар. На вот это количество мне достаточно литровая банка сахара. И сюда же добавляю, ну и сюда залила литровую банку воды. И теперь перемешиваю вместе с сахаром. Почему я так делаю? Мне нужен джем, а для джема надо, чтобы яблочки разварились, и груши, кусочки вот эти. И если я буду сиропом горячим и с сахаром делать, то получается, что эти кусочки будут целыми. Мне же надо джем для вертут. Ну вот, перемешала, и теперь ставлю на самый большой огонь. Смотрите, что получается здесь. Вот литр воды и литр сахара, и яблочки сейчас начнут свой сок пускать и превращаться в вот такое мягкое пюре. Ну вот постепенно на весь огонь постоянно чуть-чуть припомешиваю и довожу до кипения. Закипает. И пусть покипит минут 15-20. Для того, чтобы эти кусочки разварились. Делаю, естественно, меньший огонь. И пусть кипит. Прошло 20 минут. Яблочки уже получились вот такие, как пюрешечка. А груши у нас кусочками еще. Ну, они так и практически останутся для вертут, для пирожков. Это будет очень хорошо. Ну и вот теперь выключаю и оставляю где-то на 1,5-2 часа для того, чтобы, во-первых, мягче все становится еще. И подготовлю за это время банки, крышки. Очень хорошо, когда вот оно так вылежится еще пару часиков. Ну а затем уже в момент приготовления покажем обязательно об этом. Смотрите до конца это видео. Итак, прошло 2 часа. Вот такая консистенция. Получается, что есть кусочки. Это у нас груша кусочками, а яблоки у нас все в виде джема. Я попробовала. Все-таки кисловатые за счет яблок. Поэтому еще вот стакан 250 миллиметровый сахара добавляю. И будет самый раз для завершения варенья вот этого прекрасного повидла джема. Ну что ж, доводим до кипения, а затем полчаса варим. У меня уже готовые банки, готовые крышки.
все перемыто. Остается приготовить вот этот замечательный продукт. Вот с этого момента полчаса и будет закрываться наше повидло, варенье, джем. Постоянно помешиваю. Итак, полчаса прошло, чашка у меня уже готова для набора. Вот такой желтенький цвет, очень красивый, по вкусу то, что надо. Крышки у нас кипят, банки готовы. Все, закрываем. Ну что ж, я закрыла уже 4 литровые банки и одна неполная пол-литровая. Я ее оставила, смотрите, какая желтенькая. Оставила с творожочком. Ну, может, еще что-то, но обычно мы очень любим с творогом. Ну, а зимой я готовлю пирожки и вертуты. Вертуты замечательные, вкусные получаются. Вот такой у нас джем-варенье получилось из яблок, которые падают в саду и портятся. Но при нынешних ценах, которые я увидела сегодня на рынке и в магазине, яблоки летние по цене зимних, меленькие такие, и все это понятно, ведь град был, и у многих деревья после засухи даже стали погибать, крупных яблок нету. Так что довольствуемся тем, что у нас есть, а у нас, слава богу, есть. Так что перерабатываем, отправляем все в банки. Ну что ж, мы прощаемся с вами. Только один совет. Заготавливайте, закрывайте все, сушите, замораживайте, перерабатывайте. Впереди зима, и она спросит строго-строго, что вы делали летом. Пока-пока.